Привет! Привет, Это не местные Константин, Аделина. и мы снова вместе, и сегодня готовы вам показать, как мы ходим по городу Батуми. И не просто ходим, мы сегодня решили побить свой прошлогодний рекорд по шагам. В прошлом году, напоминаем, у нас есть выпуск, мы прошли более 50 тысяч шагов, это 40 километров, гуляли мы по Батуми. Мы находимся сейчас на аллее Героев, на мосту. Здесь очень красиво. Обзор, конечно, не очень, но вы видите, наверное. Ну, почти Дубай. Начинаем мы отсюда, закончим не знаю где. Вообще, может быть, мы сегодня рекорд и не поставим, никто не знает. Потому что очень сложно было в прошлом году. Кстати, выпуск будет, вот сейчас на экране вы увидите, и в описании. У нас болело буквально все. У меня были мозоли на пальцах. Пришлось оборачивать лейкопластырем. Ну, в общем, не без проблем. В этот раз будет, мы знаем, что будет еще сложнее, но мы подготовились. Поэтому я надеюсь, что мы этот рекорд поставим. Ну и в целом мы просто ходим, занимаемся спортом для себя. Пока тепло одето, потому что 12 градусов всего, хоть и солнце, но прям прохладно, обдувает такой холодненький ветер. Днем будет, я думаю, потеплее. Да, но, наверное, это та самая погода, в которую вот ходить весь день, а мы думаем, что мы проходим больше, наверное, 8 часов, я думаю, что самое оно. Пошлите! Пойдем. Начинаем мы наш спортивный день. У нас шагов 870, но мы уже прошли до моста аллеи Героев. Пройдена дистанция вот такая вот. Ну, понеслась. Не прошло и 10 минут, мы уже снова еще больше утеплились. Вот надели такие капюшоны, потому что очень холодно, ветер обдувает, хоть и 16 градусов сейчас показывает. Нет, сейчас 12. 12 градусов показывает, да, наш прогноз. Но, блин, очень холодно. Наверное, потому что еще 10 часов утра нет. Пока встречаются очень много спортсменов, людей в таком спортивной одежде, бегающих, подтянутых. Это очень круто, что Батуми живет спортивной жизнью. Гулять мы сегодня будем по набережной Батуми. Вот она, кто еще здесь не был. Так она выглядит. Слева дома строятся или построены, уже там Орби в том числе. Вот он, Орби, известнейший апарт-отели. Справа, вон там уже море, Черное море. Будем показывать, где мы ходим, основные места, достопримечательности, может быть, какие-нибудь увидим. Морской порт обязательно будет. В общем, все самое интересное смотрите дальше. Так, ну смотрите, у нас уже 5 километров прошли, мы очень хорошо себя чувствуем, правда холодно до сих пор, не потеплело, носы у нас красные. Ну как твое состояние? Состояние хорошее, но очень сильный ветер, и от этого мерзнут руки, мерзнут нос, вообще все открытые участки. Но я думаю, что совсем скоро солнце будет здесь, на нашей стороне, где мы идем, и мы согреемся. Но вообще 5 километров мы прошли довольно быстро и легко, и я даже удивилась, как так быстро. 5 километров это 7 тысяч шагов. Да. Хочу сказать, что мы идем, соблюдая наш уровень ритм, то есть мы следим за ним. За Сердечно нашим, он имеет в виду. Пульс. Да. В общем, да, мы следим за своим пульсом, а также мы контролируем свое тело. Обязательно нужно слушать свое тело и смотреть, что там болит, не болит. У вас пока ничего не болит, мозолей пока тоже нет. Ритм хороший, темп прекрасный, идем дальше. В Батуми завершается сезон не только отсутствием туристов и развлечений на набережной, но еще на время зимнего сезона все пальмы на набережной обрезают, убирают лишнюю листву и вот таким вот образом связывают
сезон действительно закончен. И эти пальмы теперь развяжут, распустят только весной, ближе к началу сезона. И мы снова будем любоваться их зелеными, экзотическими, тропическими листьями. У нас новое включение. Прошло, сколько прошло, не знаю. В общем, сейчас мы прошли 10 километров. Где там часы? Вот видно или нет? 10 километров. Как мы себя чувствуем? В принципе, хорошо. Потеплело, что очень приятно, очень потеплело. Я уже сняла капюшон и расстегнула куртку. Да, можно снимать куртку. Вот где мы сейчас стоим, это недалеко от морского порта. Здесь еще и ветра нет. Очень приятно. Но вот сейчас я уже чувствую натяжение в области коленей, заднего бицепса бедра. Вот тут вот. Чувствую натяжение. Поэтому мы периодически останавливаемся и растягиваем эту часть ноги. Угу. Если есть боль в колене, тоже обязательно Колени. прорабатываем суставы. Целью упахаться сегодня, и до какого-то предела дойти, чтобы у нас вообще там боли какие-то были. Нет. Мы для себя решили, впрочем, как и все наши прошедшие разы, когда мы ходили, если есть какой-то явный дискомфорт, который препятствует ходьбе, через него мы ходить не будем. Конечно, мы все завершим. И наш ролик не призывает всех пойти повторить это. Конечно, нет. У всех разная физическая подготовка. Да и вообще, нам это надо просто потому, что мы любим экспериментировать, и ставить такие личные мини-рекорды. Но мы это делаем тоже аккуратно. Мы не делаем это через боль, через дискомфорт. Пока позволяют нам суставы, мышцы, настроение. Мы ходим. Ну а мы пошли дальше. К нам присоединился Дмитрий. Привет. Он отказывается идти с нами все 40 километров, Конечно. но решил поддержать нас на одном из участков. Спасибо тебе, Дима. Всегда рад помочь чуть-чуть. Отходим от морского порта. Идем дальше. Очень хорошо. Погода все лучше и лучше. Настроение классное. А тем временем у нас 22,5 километра. И это что означает? Это означает, что мы прошли примерно половину. Здравствуйте. Половину прошли, Дим, да? От того, что мы хотим пройти. Круто, 22,5 поздравляю, 22,5. молодцы. Да. Как самочувствие? Нога тянет уже, я чувствую. Нога чуть-чуть тянут, но такие они становятся забитые. Но, представляете, до сих пор нет ни одной мозоли пока. Мозоли пока нет, да. Хорошие кроссовки, аж подготовились, молодцы. Так я в том году ходила, не знаю, пока нет. Сейчас пойдем отдохнем немного, посидим, наверное, где-нибудь. И пойдем дальше. Но время мы чуть-чуть по времени запаздываем, потому что мы планировали еще час назад пройти вот эту половину, на час задерживаемся. Нормально идем. Как вы видели, мы встречали Диму, Дмитрия, пообщались с ним, отдохнули минут 15, как раз на середине нашего путешествия. Мы надеемся, что на середине. И теперь дальше идем. По сравнению с утром люди меняются, контингент, меньше спортсменов, меньше людей с собаками Да, просто гуляют. и больше прогуливающихся, с детьми в том числе. Потому что утренние часы здесь очень много людей, которые выходят на пробежки, много пенсионеров, наверное, даже больше утром. А в течение дня, да, люди меняются, вечером уже выходят мамочки с детьми очень много людей, которые после работы выходят гулять. Ну и в целом набережная оживает.
прошло уже, наверное, часа 4, может быть, больше. И рыбаки здесь до сих пор. Их становится все больше, они не уходят, они продолжают ловить рыбу. Знаем, что они ловят здесь ставриду. Напишите, пожалуйста, в комментариях, ставрида и барабулька это одно и то же вообще, нет? Потому что ставрида это такая же малюсенькая рыбка. И вообще, мне кажется, она похожа на барабульку. В общем, напишите в комментариях, кто знает, это одно и то же или нет. Потому что когда у них спрашиваешь, что вы ловите, они говорят ставриду. А в Сочи, когда спрашиваешь у рыбаков, что вы ловите, барабульку. Вообще сейчас сезон или нет? Мне кажется, они сидят здесь круглогодично, но я знаю, что у этой рыбы есть сезонность. А сейчас напишите, пожалуйста, как это относится к теме спорта? Рыба. Рыба относится прямым образом к спорту, потому что мы ходим здесь, и мы видим целый день этих рыбаков, и на наших глазах их становится все больше и больше. Давайте лучше разомнемся, потому что прошло уже много времени, 5 часов, да, надо немножко размять свои мышцы, связки. Мы свернули к морю на закате специально, чтобы показать, какой здесь красивый закат. На самом деле нет, мы идем к морю, чтобы немножко разгрузить наши ноги, растянуть их, потому что мы прошли сейчас ровно 30 километров, и впереди прям такой марш-бросок нас ожидает на 15 километров, да, или нет? Ну, чуть меньше, главное пройти больше 10, тогда Да, рекорд будет сразу будет поставлен. рекорд. Таким образом мы лежим и отдыхаем. У нас промежуточная точка, как я говорил. Лежим вот здесь, около моря. Ноги немножко задираем. Вот не знаю, видно будет или нет. Чтобы кровь отлила от ног. Потому что впереди у нас еще километры. Десятки километров. Пойдем. 35 тысяч шагов. О, что я говорю? 35 километров. Все, 35 километров. все, пошли домой. Это Нет, просто честно. мы не сдаемся. Мы не сдаемся. Чтобы побить наш предыдущий рекорд, нам надо пройти, по сути, чуть больше 5 километров. Но вот уже честно, ноги гудят. Они прям максимально налились, мышцы. Забиты, Такие напряжены. свинцовые. Такой прям острой боли как будто бы нигде нет. Мозоли тоже нет, что Вообще очень радует. удивительно. Мозоли нет, да. Ну, у меня другие кроссовки в этот раз, может из-за этого. Поэтому нам пройти еще немного. Когда говорят, что это легко, не знаю. Это все-таки физическая нагрузка. И дается она не так, чтобы прям на раз-два. Причем кардио у нас нормальное. Вообще, я бы вот если низ не болел весь, я бы полностью бы еще прошел километров 10-15 даже. Мы уже плохо разговариваем, но еще двигаемся. То есть вы не устали, можно сказать. Вы нас еще увидите, потому что нам еще предстоит пройти. Идем дальше. Уже темно. $39.99 и ну что такое-то? Где? Смотрите, как работают Apple часы. Если я рукой не двигаю, как будто бы я стою. Ну что это такое вообще? Эй, вы там в Apple, ну как это? Мы же идем, вот вы видите, что мы идем? Вот мы идем. По-прежнему $39.99. Сейчас я буду махать рукой. Смотрите, машу рукой. Ну-ка. Вот. Видишь, обновилось. 40.02. Ну, короче, вы все поняли. У нас рекорд. Юху.
Я уже с горячим чаем, потому что У- без него ходить... У него там глинтвейн. вы не Нет, у видите. меня здесь черный чай, вот пакетик от него. Потому что, ну, ходить уже довольно зябко, и я грею руки, да, и пью теплый чай. Хотя показывает, что 15 градусов, но посмотрите, вот на мой нос, на моей щеке они красные, и руки тоже. Даже Это- пар идет. Да, ну, там, наверное, не Видно, видно. нет? В общем, мы очень рады, что мы все-таки сделали это. Мы превзошли наш предыдущий рекорд, когда мы ставили ровно год назад. Да. И сейчас мы идем уже на рекорд. В общем, идем. Я запинаюсь уже, ладно. Да, я думаю, еще километров, ну, 3, наверное. 3-5 пройдем точно. Так что вот здесь очень красиво. Как раз мы около башни Алфавит в Батуми, напоминаю мы. Все, кто тоже занимается спортом, вам респект, вы крутые. Мы на себе поняли, что это тяжело, все-таки тяжело, Да. когда ты борешься сам с собой, организм Давай уже по говорит, набережной. все, хватит вам, куда вы там собрались. Вот так вот. Да, и вообще мы уже на самом деле зашли поужинали, потому что, ну, это сложно без еды ходить, ты начинаешь, у тебя уже Конечно. живот начинает просить еду. То есть мы поужинали, и вот теперь мы дохаживаем свои километры. А ты уверена, что мы вот здесь сейчас заберемся? Очень тяжело, понимаете, дается каждый шаг. Так вот я Нормально. наступаю. Хоп! Хоп! Но мы не сдаемся. Да чего ты рассказываешь, как будто мы какие-то эти скряги старые. Вообще-то мы еще можем пройти. Но просто уже Не домой хочется. надо спать, да. Да, не хочется что-то. Просто вы посмотрите на этого эскимоса. Время уже все люди легли спать. На набережной просто люди вот так испарились, но людей стало гораздо меньше, потому что время действительно позднее. Ну а мы, не знаю, сколько мы пройдем, вы узнаете в конце выпуска. Мы продолжаем идти, представляете? А ты не будешь разве грушу бить? Нет. Почему? Вот же крутая груша. Он сейчас танцует. Мы просто не видели. В общем, да, мы продолжаем нашу прогулку. Мы счастливые люди. А почему, как вы думаете? У людей закружится голова. Все, давайте смотрим, почему мы счастливые люди. Короче, мы сделали то, что мы хотели. 45 километров уже слишком с хвостиком. 62 800, 684 шага. Представляете? Какой нормальный человек будет 60 тысяч шагов ходить в день? Это вот мы, вот они мы. Это не местные. Ну что, усталость есть, конечно, да? Ноги болят. Спина немножко болит. Мозоль, кажется, есть чуть-чуть. Но мы довольны этим результатом. Такие все уставшие. Мы довольны собой. Закончили в целом мы не около полуночи. Это уже хорошо, поэтому сейчас мы идем домой Время 10. отдыхать, набираться сил. Пишите нам в комментариях, был ли у вас подобный опыт. Может быть, вы тоже любите экспериментировать в спорте. Пишите, нам будет очень интересно почитать ваши истории. Ну все, до встречи.